Вот у нас песня, это shallow. Для меня вот эта вот нота, которая tell me, это средняя нота, да, то есть это все индивидуально. У мужчин, у женщин это сдвигается, то есть у мужчин ниже, у женщин чуть-чуть повыше. Средняя нота для меня очень удобная. Посмотрите, какое у нее качество, да. У этой средней ноты качество достаточно звонкое может быть. То есть я могу ее петь звонко, и я могу ее петь легко. Tell me something, girl. Что происходит с нотой girl? Она ниже. Tell me something. Вот эти две, они рядом. Поэтому там одно качество, я ничего не меняю в звуке. Попробуйте спеть, да? Tell me something. Да можно спеть что угодно, можно на русском спеть любую фразу. Раз, два, три, четыре. Да, смотрите. Раз, два. Попробуйте сохранить вот это ощущение, то есть не менять качество вашего звука, просто чуть-чуть сдвинуть ноту вниз. Из-за того, что они рядом, мы не меняем сильно качество, нам легко петь. Но когда мелодия начинает идти дальше куда-нибудь, например, вниз, да? Tell me something, girl. На слове girl я меняю положение, потому что tell me something, girl, не то. Оно, во-первых, прозвучит girl, не так. Видите, я пытаюсь сделать так, как я бы спела среднюю ноту. То есть я пытаюсь спеть нижнюю, как среднюю. И что получается? Я прихожу к такому зажиму неприятному, да? Tell me something, girl. Ужас. Правда? Попробуйте вот сами сейчас сделать вот так, да? То есть постараться с этим же положением. Tell me something. И прям с этим же положением. У мужчин вы попробуйте пониже сделать. И снизу почувствуйте, как вам неудобно петь вот эту низкую ноту вот в таком же состоянии, в такой же позиции. А мы не можем петь все в одной позиции. То есть у нас получается Tell me something, girl. В современном вокале, я говорю про современный вокал, не про классический сейчас, да, имейте в виду. В современном вокале низкие ноты поются очень легко и очень свободно. И вообще в современном вокале поется гораздо больше низких нот, чем казалось бы, потому что в современном вокале мы используем что? Микрофоны. Мы используем колонки, мы используем звукоусиливающее оборудование. В оперном пении в те времена не было никаких колонок, не было никаких микрофонов, вообще ничего. Поэтому очень низкие ноты не использовались, и поэтому было ограничение диапазона вот так. Да, сейчас мы не имеем ограничения диапазона вот такого маленького, и все эти деления на альты и сопрано, они абсолютно не имеют никакой релевантности к современному вокалу. Мы используем микрофон на низких нотах, мы приближаемся поближе, может быть, да, если стоит компрессор, который компрессирует звук, делает так, что ваш звук на тихих нотах тоже звучит громко, благодаря тому, что компрессор убирает, да, пики сверху, поджимает, ну, это отдельная тема. Но в любом случае вы можете пододвинуться поближе к микрофону и попробовать спеть низкую ноту иначе. Как петь низкую ноту? Расслабленно. Это правило номер 1. А второй момент – это желательно, не обязательно, но желательно с придыханием. То есть мы делаем вот так. Tell me something, girl, girl. Я расслабляюсь, я убираю напряжение. Girl. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот попробуйте поговорить. Раз, два, три, четыре, пять. И также спеть. Не спеть, а как будто сказать на ноте. Girl. Чуть-чуть немножко придыхания позволяет освободить вам горло, чтобы сделать вот этот вот звук воздушный, да, такой вот, где есть и звук плюс воздух, нужно расслабиться. И тогда вот через это расслабление вы очень классно споете все низкие ноты. Girl, низкий, girl. Вам нужно понять, когда вы будете сами заниматься, да, вам нужно проанализировать, где у вас вот это качество начинает переходить и как бы заканчиваться, да, то есть, смотрите, здесь нету таких плотных, таких четких границ, вы понимаете, да, что все одно в другое перетекает, то есть, если бы я нарисовала вот так, вот было бы, наверное, правдивей. Вот это вот более правдиво, то есть, одно переходит, может быть, не очень даже, да, так вот. Переход виден, да, но одно переходит в другое. Если вы хотите систематично заниматься вокалом, рекомендую вам серию моих обучающих вокальных курсов.
Каждый курс развивает определенный аспект вашего голоса. Например, интонирование, где мы учимся петь чисто, дыхание, звукоизвлечение, ритм, гармонический слух, вибрато, мелизмы и многое другое. Вы можете выбрать тот, который подходит именно вам, и развивать ваш голос в этом направлении. Всем, кто занимается по моим курсам, я оказываю поддержку. Вы можете задать мне вопрос, если у вас что-то не получается или что-то непонятно. Я сделала эти курсы для того, чтобы каждый, кто хочет научиться петь, мог заниматься самостоятельно, имея при этом четкие ориентиры. Потому что голос – это набор техник и настроек, его можно собрать и звучать красиво. Каждый курс рассчитан от 2 до 4 недель занятий. Все курсы подходят и взрослым, и детям, и мужским и женским голосам, и начинающим, и тем, кто уже поет и хочет скорректировать свой голос. Мои курсы работают как тренажер, потому что голос и мозг нуждаются в осознанных повторениях, чтобы приобрести новые навыки. Курс можно приобрести как в России, так и за рубежом. С многочисленными отзывами, которым я очень сильно рада, людей, занимающихся по моим курсам, можно ознакомиться по ссылкам в описании под видео. Там же можно изучить всю информацию о курсах, задать мне вопросы и приобрести курс. Научиться красиво петь может каждый человек. Нужно лишь только грамотно заниматься. Попробуйте выяснить, на каком моменте переходит ваш диапазон, да, вот эта вот зона меняется. Вот здесь уже появляется звонкость, я могу сделать звонко. Не теряя качества. Наверное, моя зона начинается вот здесь, средняя, да. Вот пошли средние на. Все, пошло, вот пошло, и вдруг появилось вот это вот некое напряжение. Вот когда появляется напряжение, мы переходим в зону высоких нот речевых. Невозможно спеть так легко высокие ноты, как мы поем средние.